Всем привет. Точнее, теленкам привет. Смотрим «Любовь и отношения». Какие итоги декабря будут и какой январь. В долгий ящик откладывать не будем. Все, что нужно, в закрепленном комментарии. Давайте начнем наш расклад. Телята. Знаете, телята. Да, первый вопрос, как декабрь пройдет. Знаешь, он будет месяцем заморозки и вот жесткой головоломки. Потому что ты в декабре включила, или включишь режим вот этой снежной королевы, которая сидит на троне и в микроскоп разглядывает своего мужика. Никаких бабочек в животе нет, никаких розовых соплей тоже нет, и никаких лишних эмоций. Телята — это вот, знаешь, а что я объясняю, ты ж теленок. Телята — это телята одним словом. Вот ты просто встала на паузу, отошла на 2 шага назад и начала все оценивать, и исключительно головой. Тебя в этом месяце вообще не пробьешь ни на слезу, ни на жалость, ни на дополнительного борща. Ты смотришь на него и думаешь, а оно мне вообще надо? А что я с этого имею? А какая перспектива вообще у нас? Вот ты взвешивать будешь все или взвешиваешь уже там его слова, его поступки, его кошелек тоже, его отношение к тебе. И вот это такая, знаешь, вот холодная расчетливая позиция, что я бы сказал, не теленок у меня тут, а какой-то скорпион или овен. И ты вот стоишь в этой позиции расчетливой и решаешь судьбу вот этих отношений как судья, который приговор выносит. И он, может, и пытается к тебе подкатить там с какими-то нежностями, но на стену натыкается. И ты отвечаешь ему односложно. Встречу вообще переносишь, если тебе неудобно. И вообще ведешь себя так, как будто ты тут главная, а он такой на собеседовании весь такой. И самое интересное, что ты пока никуда не уходишь, но и ближе не подпускаешь. То есть и дистанцию держишь, чтобы все обдумать без истерик. Да вообще истерики — это не твое, ты же теленок. И вот этот декабрь, он про то, как ты учишься сердце отключать, когда оно мешает. И мозги включать учишься на полную катушку. Планы строишь, смотришь в будущее. И если вот этот, так скажем, пассажир, в твою картину мира не вписывается по четким твоим параметрам и планам, то ему не поздоровится. Короче, в общем, декабрь, он пройдет под знаком «я подумаю, достоин ли ты моего времени». Вот прям вот так вот. И самое главное, ты в этом состоянии кайфуешь от своей трезвости. Чего в январе ждать? Жара начнется. Твой вот этот товарищ, он, почуяв, что в декабре ты от него отморозилась, он решит реванш взять. И попрет на тебя как танк. Понимаешь? Он включит такого вот альфа-самца, начнет харизмой давить, требовать внимания, может даже сцены ревности устраивать. Или пытаться тебя прогнуть под свои хотелки. Но мы-то помним, ты же у нас теленок, не только снежная королева. И вот он захочет доказать, что он тут главный, и будет делать это очень активно, и причем очень громко. Ты теленок, ты не вот эта простушка, как другие знаки зодиака, да? Весь январь превратится в эту оборону крепости. Ты будешь реально отбиваться от его напора, отстаивать границы свои, нет говорить через каждое предложение.
так часто будешь «нет» говорить, что у него даже глаз задергается. И это будет реальная битва характеров. Он лезет к тебе со своими правилами, а ты его будешь отшивать. Он как будто вот как овен или скорпион. Он пытается тебя контролировать, и ты выставляешь забор. Он хочет продавить свое решение, а ты встаешь в позу и не двигаешься даже не на миллиметр. Но тебе придется потратить кучу сил. Ты все-таки девочка, чтобы не дать ему сесть тебе на шею. И он будет беситься, что его вот эта мужская магия, она не работает. Что ты вот не падаешь к ногам от одного его взгляда, такого королевского. А наоборот, ты будешь огрызаться и на место его ставить. Ситуация напряженная будет. Искорки лететь будут, да, но это будет полезно. Вот в январе ты поймешь, что ты можешь противостоять любому давлению, особенно таким манипуляторам, как он. И главное тут позиции не сдавать. Он знаешь, будет брать нахрапом. Знаешь, что такое выражение или нет, но он прям вот как татаро-монгольская ига будет на тебя нападать. И пытаться задавить тебя авторитетом, страстью, всем все попробует. Но ты будешь стоять насмерть, защищая вот это личное пространство, которое ты отвоевала в декабре. В общем, январь — это вот как два боксера на ринге, да, как спарринг, где ты будешь учиться держать удар и не прогибаться под его вот это никому не нужное эго. Какой совет по декабрю и январю? А тут все прямым текстом прям. Хватит ждать у моря погода, бери власть в свои руки. Мы с тобой тельцы, нам нельзя власть отдавать. Пиши сама законы этих отношений. Ты вот все ждешь, что там сложится само или там как принято. А тебе же надо стать архитектором своей личной жизни. Вот твоя задача сейчас соединить правила, соединить вот это все, а как надо, соединить серьезный подход с вот этим умением жонглирования вот этим всем. Причем в своих же интересах жонглировать, а не в его, понимаешь? Ты должен, я очень извиняюсь, но я почему-то к тельцам слишком предвзят, потому что сам телец и но я не предвзято трактую, я предвзят только к тельцам. То есть, понимаешь, ты должна не просто по течению с этим мужиком плыть, да, а стать той, кто создает структуру. Хочешь замуж, предложение от него не жди. Создай ту ситуацию, где это будет единственным логичным выходом, потому что я тебя научу но манипулировать мужиками. Хочешь, чтоб дарил подарки, веди это как вот обязательное правило вашего союза, как ритуал, понимаешь? Меня все мужики, у кого женщина-телец, проклянут, наверное. Мы, тельцы, должны держаться друг друга. И у тебя все есть, чтобы слепить из того, что есть, такую конфетку, которая будет вкусно кушать тебе, а не ему. Почему я так говорю? Потому что я все-таки на твоей стороне. Попробуй, конечно, сделать, как сказать, равноправные отношения, но при попытке сделать равноправные отношения у вас вечная борьба будет за трон. Поэтому бери трон этот нахрапом, понимаешь? Перестань также стесняться своих желаний и начни своими желаниями управлять. Ты должна стать авторитетом в паре. Не тираном, нет, ни в коем случае. Не надо мужиков бить. Не тираном. А вот нужно именно тем человеком, чье слово закон. Потому что оно не от тирании, а потому что оно мудрое и правильное, понимаешь? Поэтому внедри свое слово в ваши отношения. Придумай свои правила игры. Заставь реальность работать на тебя. И если сейчас ты проявишь вот эту инициативу и начнешь строить отношения осознанно, да, кирпичик за кирпичиком, как я всегда говорю, вот по своему проекту, то ты получишь именно тот результат, который тебе нужен. То есть секрет успеха, он, знаешь, он в сочетании серьезности намерений и твоих хитрожопых действий. Поэтому будь главной королевой своего храма любви.
Пусть остальные подстраиваются под твой вот этот устав. И всегда помни, что дед всегда рядом.